Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ИС-2, тяжелый китайский танк 7 уровня, проходная прокачиваемая ветка. Гля какой красивый, но китайский. Наверное, с китайскими дефектами. Хотя сами понимаете, что это по сути советский танк каким-то волшебным образом попал в Китай. Предлагаю данную машину начать рассматривать с бронирования ИСа-2. Погнали. Итак, вот наш ИС-2. Ну и по порядку. НЛД у нас 100 мм, приведенки между вот этими красными зонами, это траки висят у него здесь, да. 115, в этих зонах 132, ну и как для НЛД, конечно, ничто для тяжелого танка, потому что у нас сюда СТшки и любой тяж одноклассник пробивает. ВЛД 90 мм под более лучшим углом, но все равно 146, 152, по центру люк мехвода 90, и это тоже полный картон. Одноклассники нас обычными снарядами рвут в это ВЛД. Вот. Есть вот такие замечательные зоны подбашенной рубки. 178, вот здесь 237. И здесь вот такая вот зонка, щелочка есть, да, щелочка, 165. Она есть и с этой стороны, но вот в эти места ему лучше реально не стрелять. Что касаемо башни, она у нас такая вот закругленная, поэтому по центру будет приведенная броня наименьшая. И здесь у нас сотка. 106, 119, 119. Аналогично здесь. Причем это получается в маска орудий даже прикрыто, но все равно 100, то есть дыра. Сотка, кругляк вокруг орудия. Много ли это мало? Это тоже ничто. Потанковать на этом танке против одноклассников тяжелых, да даже СТ танков сильно не получится. Вот здесь, конечно, уже все хорошо вокруг. Но кто вам сюда будет стрелять, когда есть вот такой пятак вот огромный, такой овал, куда этот танк легко пробивается. Ну и есть вот такая вот шляпа в 90 мм. Она хоть и расположена сзади, но она мега огромная. И по сути вообще этот танк, когда вы стараетесь играть от башни, всегда убивают в это вот прикольное место. Вот. Боковая броня 90, сверху у нас 101. И конечно же он может танковать от борта. Сами понимаете, ну запас просто сумасшедший для семерки. Через каток, кстати, не бьется. Но вы подставляете вот такую замечательную вот щеку подбашенной рубки. И у вас здесь 136, 116, 140. Милости просим, приглашаем снаряды врагов. Короче, с одной стороны что-то у него есть броня, но полно огромных уязвимых зон, где этой брони нет. С броней разобрались, смотрим основные модули. Нам предлагается куча пушек, стоковая 7 уровня с маленьким пробитием на основном снаряде. Также вот эта восьмерка нас, конечно, интересует с таким же пробитием, но с альфой в 390. Вот это орудие 122 миллиметров, которое заряжается невероятно долго, 12,3 секунды. Точность тоже такая себе 0,46. Ну и сведение 3 почти с половиной секунды. Как вам в сочетании с отсутствием брони? По поводу башни однозначно нужно качать, потому что... А чем они отличаются? 28. Я, честно говоря, не понял, чем они отличаются. Вообще, походу, ничем. Вот это прикол. Ладно, по рации всегда рекомендую по двигателю качать топ, потому что все-таки 580 лошадей против 520 вам как минимум процентов 10 подвижности даст, но и дальность связи 600 метров лишней не будет. По полевой модернизации я еще не качал на этой машине, но здесь нужно качать что? Вездеходную ходовую во втором блоке, притирку шестерней наведения в четвертом блоке, звукоизоляцию в пятом блоке. Вот. Это касаемо полевой модернизации. По оборудованию тяжелый танк. Живучесть нам нужна. В основной слот, дающий дополнительный буст на выживаемость танка, обязательно ставите закалку. Обязательно ставите досел. А вот в третий слот на выбор. Я поставил турбину, потому что хочу быстро ездить.
Ну а вы можете себе позволить, да и по хорошему счету надо ставить стабилизатор. А он здесь не ставится, что я говорю. Нет, не стабилизатор. Либо усиленный привод наводки, либо улучшенный механизм поворота, либо вентиль. Вот из этих трех модулей. Стаб здесь не ставится. Конечно же, это семерка. Тяжелый танк. Да, наш. Вот, как-то так, на выбор вам. По снарядам. Скорость полета 800 на основном бронебойной, 640 кумулятив, и вообще ни о чем. Вот скорость полета на кумуле только в упор стреляет. А на ББХе, ну, тоже не самая большая скорость полета. Снаряжение, ремка, аптечка, обязательно огнетушитель, желательно автоматический. Экипаж, 4 члена экипажа. Перки вы сейчас видите перед собой на экране. Вот, да. По УВН у нас их нет. Мы сейчас дальше обсудим как бы плюсы и минусы этой машины. По ХП 1410 более-менее. По мобильности с турбиной едет 41 вперед, 16 назад, почти 14 лошадей на тонну, удельная мощность. И я вам хочу сказать, с турбиной он хотя бы реально едет. По обзору у нас 3,73 метра, ну, слеповатый танчик. Но это семерка, тяжелый, что тут ожидать. Теперь по плюсам и минусам танк. Танк на самом деле не маленький. Он достаточно высокий и такой крупный. По броне. Спорная броня. Вроде и в борте есть броня, но есть вот такое огромное шикарное место. Да? НЛД, ВЛД полное говно, за исключением вот этих зон надгусеничных полок. Ну и конечно, вот сюда ему лучше скосы не стрелять. У нас огромный люк без брони. И вот все, что справа и слева от орудия, милости просим. По броне минус. По подвижности, если вы будете катать без турбины, минус. По орудию скорость полета снаряда минус, что на ББХе, особенно на голде, жуткий минус. УВН отсутствует, минус. Долго заряжается, долго сводится, минус. То есть плюсов по пушке нету. Вот. По обзору, ну, по сути, тоже минус. Получается пока, дорогие друзья, что в этом танке нет ни одного плюса, а есть только одни минусы. И, честно говоря, я на этой машине ездил и хочу сказать, что на нем крайне тяжело, достаточно тяжело играть против одноклассников и совсем практически невозможно играть против танков 8 уровней, а вы с ними попадать будете. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте прокатимся, посмотрим, собственно, на что эта машина способна. Современным рендом. Погнали. Попали к восьмерочкам. 112 миль 1. Круто. Так, у нас обзор боем ИС-2. Китаец. 7-го левела. Проходная прокачиваемая ветка. Сейчас поедем драться с восьмерками на семерке. Ну и шестерками. Шестерки тоже есть в баре. Мы в центре списка. Да. Так, восьмерок голдой будем встречать. Ну его нафиг. Надо первый урон сделать. Устрашающий. Кстати, я на этом танке, по-моему, недавно, да, взял вторую отметку. Повезло, скорее всего. Да, это не скид. Сейчас вот как обгоним Т-26 Е5. Гля, обгоняем. Гля, обгоняем. Восьмерку. На турбине. Вообще Т-26 Е5 славится хорошей, ну, адекватной, нормальной подвижностью. Так, есть одна артиллерия. Сейчас как резко на меня кто-нибудь выскочит.
не пробил. Да. Пробитие. Промазал. Ну что ж такое-то, а? Тихо, тихо, тихо. А где помощь? Помощь будет, ассист? Нет? Походу нет, да? Так он меня сейчас уработает, господин Леонид. Вот, с поджогом это надо. Это ему надо. Вовремя я сбежал, вообще авангард поехал. А ассист будет? Как с Эмилем-то мне драться? У меня ой, я ну нету. Дразним Эмилю. Дразним. Тебя поет мои красавцы убивают. Вот. Вот. Он все-таки хочет меня убить. Вот, далее. Убьет, гад. Да, не успел, секунды не хватило, чтобы Эмиля забить. Ну ладно, давайте досмотрим итоги боя. Что можно сказать про эту тачку? Конечно же, против восьмых ИС-2 это кусок говна. Против седьмых и, естественно, меньшим левелом наш ИС-2 еще может воевать. Реальный борт. Более-менее крепкий, альфа хорошая, пробитие, ну такое нормальное. Против восьмерок это уже не танк, к сожалению. Вот. Так, ХП одинаковое, стволов у нас больше, но да. Что там про джета делает, ну-ка. Еще слить можем бой. Вот, красавчик, все правильно. Фармить надо. ЦС что-то упарывается. А ЦС-очка-то упарывается. А что ты хочешь, прыгнуть, может быть? Сзади ЦС-оч. Вот это да. Вот это прикол от арты. А мы этот бой сольем сейчас.
Че, у нас инвалиды остались? КВ-2, он сейчас в ангар едет уже. От арты. Давай, давай, сейчас тебе арта покажет. Может, Лора и заберет, кстати. ЦСК-то едет сбивать захват, и деваться нет. Вот она. Есть. Сближайся, что ты? У тебя барабан. Все. Норм. А где у них артовод спрятался? А, он сюда, наверное, переехал, действительно. Какой долгий бой на обзоре, а? Так что, ребята, ИС-2, ну такой себе. О, арта вот-то внизу. В уголке спрятался. Спаджу в ангар. Ладно, что в целом по нашему ИСу-2? Как я уже сказал, против семерок адекват. Против восьмерок полный неадекват, учитывая еще. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.